Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra «За и против». Меня зовут Геннадий. Мы на ежегодном конкурсе соревнований исторических автомобилей. В ходовой плане Чехия. Лимузин Daimler E20 1935 года. Этот величественный автомобиль является жемчужиной в короне этой выставки. Такой же автомобиль был у королевы Марии в 1936 году, у короля Георга VI и у королевы матери Елизаветы в 1939 году. До 1950 года Даймлеры были единственными автомобилями для королевских приемов. И этот великолепный экземпляр 1935 года вполне соответствует этой традиции. Ниссельдорфер Вагенбау была основана Игнацием Шусталой. До 1920 года выпускаемые автомобили носили марку НВ. Затем была введена марка Татара. После успеха модели Т-11 в 1926 году появилась Татара-12. Она получила новые передние тормоза, но двигатель, коробка передач и шасси остались практически такими же, как у Татара-11. Пражский авиационный завод «Аэро» доктора Кабиша в Высочанах с 1929 года занялся производством автомобилей. Эти автомобили пользовались большой популярностью за простоту, экономичность в эксплуатации и хорошо организованное фирменное обслуживание. Однако руководство компании «Аэро» понимает, что со своими малолитражками на рынке они долго не продержатся, поэтому они строят совершенно новый концепт-кар с передним приводом «Аэро-30». В 1931 году появляется новый «Аэро 662». Такое обозначение он получил благодаря новому двигателю, рабочий объем которого составлял всего 662 кубических сантиметра. Кузов в основном выпускался в версии Roadster. В 1934 году на передней оси появились тормоза. Было выпущено 2615 автомобилей. 3 автомобиля Аэро 662 отправились 11 февраля 1933 года из Плзня в путешествие по Северной Африке. Полученные впечатления публиковались и в журналах, и в книгах даже после войны. Peugeot 201M был последней версией модели 201. Четырехдверный четырехместный седан с передним расположением двигателя и задним приводом. Бензиновый рядный четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением и рабочим объемом 1465 кубических сантиметров. Карбюратор без турбонаддува. Мощность 26 киловатт, 35 лошадиных сил. Механическая трехступенчатая коробка передач. Он выпускался с 1935 по 1937 год. И всего было произведено 16 661 автомобиль этого типа. С 1931 по 1942 год компания Auto Union из Цвикау выпустила 267 350 автомобилей ДКВ серии F Front, дешевых переднеприводных малолитражек с двухтактными двигателями. За это время модель прошла несколько этапов эволюции и стала выглядеть солиднее, но ее конструкция принципиально не изменилась. В 1938 году Киитиро Тойода разработал модель Toyota EA как копию седана ДКВ F7. Но его производство было прекращено из-за ограничений военного времени. Внешний вид этого автомобиля абсолютно совершенен, благодаря вневременному элегантному дизайну. На момент своего основания фабрика «Аэро» в рамках рекламной кампании поддерживала различные заезды на дальние расстояния, конкурсы элегантности и митинги. Она участвовала, например, в чехословацком пробеге на 1000 миль. Аэроавтомобили, пожалуй, самые популярные чешские довоенные ветераны в наши дни. Аэро-1000 стал результатом постепенной перестройки и доработки Аэро-500 и Аэро-662. На первый взгляд он отличается более низкой посадкой благодаря 16-дюймовым колесам и изящным кузовом в целом.
Их было построено всего 236 штук. В 1934 году 4 светло-голубых автомобиля Аэро-1000, экипажи женщины, под командованием Франтишка Александра Эльстнера отправились в Северную Африку. Об этой поездке сохранилось множество отчетов и фотографий. Доказательством надежности автомобиля Аэро-662 стала акция 30 тысяч километров за 30 дней. 12 июля 1932 года заводской водитель Аэро Богумил Турек стартовал из Праги в 4 часа утра, доехал до Брна, оттуда обратно, и все это 30 раз подряд в течение 30 дней. Невероятная производительность маленького автомобиля и его водителя. Ford модель А, выпускаемый в Детройте, Буэнос-Айресе и Кёльне, был первым автомобилем с защитным ветровым стеклом и первый автомобиль Ford с классическими педалями и рычагом переключения передач. Производство началось 20 октября 1927 года и было произведено 4 миллиона 849 тысяч 340 автомобилей. Татра-75 была официально представлена на автосалоне в Праге в апреле 1934 года в виде четырехместного двухдверного кабриолета. Ее наиболее узнаваемой чертой стала новая решетка радиатора. В 1934 году создавались в основном роскошные четырехместные кабриолеты. Среди коллекционеров известно только о 3 сохранившихся экземплярах. В 1934 году все тот же Эльстнер на Аэро-30 отправился в Шотландию к озеру Лох-Несс. Вместе с 4 другими членами экипажа Аэро-30 справился с этим без проблем. Об этой поездке и по сей день написан читабельный рассказ о путешествии. Еще одним промоутером Аэро был Богумил Турек вместе с редактором Конигом. В 1935 году они проехали 10 тысяч километров по СССР. Аэро-30 доказал здесь свои качества, потому что, конечно, мы все можем себе представить качество тамошних дорог. В 1929 году компания Аэро разрабатывает новую производственную программу. Аэро начинает производство автомобилей. Это одноцилиндровый автомобиль, получивший обозначение Аэро-500. Руководство компании удовлетворено успехом маленькой пятисотки. Машина проста в управлении, легко ремонтируется, продажи идут без проблем. Тем не менее, они осознают, что маленький одноцилиндровый двигатель очень слаб для этих машин. Важное место в истории чехословацкого автомобилестроения занимает Пражский автомобильный завод, основанный в 1907 году. Во второй половине 20-х и на рубеже 30-х годов автомобили Прага были самыми продаваемыми на внутреннем рынке. В 1922 году появилась 3-я серия автомобилей Прага Альфа. Двигатель был увеличен, кузов получил более роскошное оснащение. Traction Avant, по-французски передний привод, был спроектирован в начале 1934 года. Это был один из первых в мире серийных переднеприводных автомобилей с несущим кузовом. Разработка модели и перестройка завода были невероятно дороги, и в конце 1934 года Citroën объявил об банкротстве. Татра-87 – чехословацкий автомобиль премиум-класса. Расположенным сзади 8-цилиндровым 2,9-литровым двигателем с воздушным охлаждением, 85 лошадиных сил, скорость до 160 км в час. Плавник, расположенный на отступающей задней части автомобиля, помог разделить воздушный поток по обеим сторонам автомобиля. Идея, позже принятая в аэрокосмической промышленности. Один из самых быстрых автомобилей своего времени. У автомобиля есть колпаки на задние колеса, которые ограничивают завихрение воздуха вокруг них. Chevrolet Corvette S3 – 3-е поколение спортивного автомобиля Corvette, выпускавшегося с 1967 по 1982 год компанией Chevrolet.
Пик производства пришелся на 1979 год, когда было выпущено 53 807 экземпляров. И этот рекорд стоит и по сей день. Дебют этой модели состоялся 26 сентября 1955 года на автосалоне во Франкфурте. За 7 лет производства было продано 101 тысяча автомобилей, подавляющее большинство на экспорт. Дизайн Сида Энновера. Поскольку он сильно отличается от более старых моделей МГ, его называли МГА, первый из новой линейки, если цитировать современную рекламу. Т-тип – серия открытых двухместных спортивных автомобилей с кузовом на раме, которые производились МГ с 1936 по 1955 год. Было произведено около 30 тысяч автомобилей. Все, кроме 1656 штук, были экспортированы. Volkswagen Тип 1, более известный как Beetle, популярный автомобиль среднего класса, выпускавшийся в период с 1938 по 2003 год. Название Beetle в Германии Käfer возникло как народное прозвище и лишь с августа 1967 года использовалось как официальное название модели. Шкода 440, 4 цилиндра, 40 лошадиных сил. Концепт обновленного Capri 2 был показан на Женевском автосалоне в 1976 году. Очень успешный автомобиль. Продано 1 900 000 штук. Второе поколение третьей серии. Самая успешная на тот момент серия моделей компании. Главный дизайнер компании Клаус Лютте. В августе 1985 года Селика была полностью изменена. Это был совершенно новый автомобиль с передним приводом, округлым плавным кузовом и новыми четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 литра. Семейный автомобиль среднего размера британского автопроизводителя Hillman. Минкс был доступен в виде четырехдверного седана и универсала с двигателем объемом 1500 кубических сантиметров. Мустанг третьего поколения, построенный на платформе Fox. Варианты кузова, купе и хэтчбэк. В 2019 году Дорога и Трек назвал эту модель одним из 16 самых красивых дизайнов Пининфорина, которые не являются Феррари. Бизнес-класс от Mercedes-Benz, предшественник современного Е-класса. Самый маленький коммерческий грузовичок из бывшей ГДР. Грузоподъемность 750 кг. Разработка дизайнера Филиппа Кларка, одного из главных разработчиков Ford Mustang, европейский аналог Ford Mustang. Дизайн автомобилей был разработан французским дизайнером Полем Браком. За время своего производства автомобили получили немецкое прозвище «Штрих 8». Заряженная версия Шкода Octavia Super отличается повышенной мощностью двигателя. Шкода 1200 с более мощным двигателем. Мурена была первым серийным автомобилем, в котором для изготовления всех деталей шасси использовалась оцинкованная сталь. 12 основных панелей кузова автомобиля были изготовлены из стеклопластика с эпоксидной смолой. В майском выпуске журнала Car за 1981 год автомобильный журналист Сет Райт в статье под названием «Чудесная Мурена» описал Мурена как наделенную настолько превосходной подвеской, что ей никогда не нужно двигаться медленно. Он также написал, что хотя он и не является спринтером, когда дело доходит до поддержания высокой скорости на извилистых дорогах, Мурена занимает высокие позиции, и это один из самых милых и отзывчивых автомобилей, которые когда-либо предлагали водителю выбор того, как управлять поворотом. Топ-модель Fiat 850 с увеличенным до 903 кубических сантиметров двигателем, 52 лошадиных силы. Журнал Sports Cars Illustrated за январь 1959 года писал: вероятно, самое яркое впечатление от АУ-1000 – это его необычно высокая мощность на поворотах. Нам потребовалось некоторое время, чтобы научиться удерживать ногу на полу при прохождении поворотов на таких высоких скоростях. Auto Union 1000 также пользовался широкой известностью благодаря тому, что его часто показывали в европейских фильмах того времени. Модель с увеличенным рабочим объемом двигателя до 2,8 литра. Система впрыска топлива Bosch, заменившая карбюраторы. 170 лошадиных сил.
На таком родстере Пол Ньюман начал свою гоночную карьеру. Мощный почти 2000-кубовый двигатель, двойной карбюратор и пятиступенчатая коробка передач. Самым дорогим Corvette S3, проданным в истории, был L88 Light White 1969 года. Он был продан на аукционе Barrett Jackson в январе 2014 года за $2 860 000. Mazda MX-5 Miata. Первое поколение. Самый продаваемый двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом в истории. В 2009 году английский автомобильный критик Джереми Кларксон писал: «Дело в том, что если вы хотите спортивную машину, MX-5 подойдет идеально. Ничто на дороге не принесет вам большей пользы. Ничто не доставит вам столько удовольствия. Единственная причина, по которой я даю ему 5 звезд, заключается в том, что я не могу поставить ему 14. Шкода Октавия – следующее поколение после успешной модели Шкода 440. В народе называемая МБЧка. Первый серийный автомобиль Шкода с самонесущим кузовом, а также первый с концепцией полного заднего привода, то есть двигатель сзади и привод на заднюю ось. Торговое наименование 1000 МБ тогда напоминало о праздновании примерно 1000 лет со дня основания Млада Болеслава. Из-за относительно высокой частоты отказов автомобилей первых лет аббревиатуру скоро стали издевательски объяснять как 1000 маленьких болей. Porsche 914 разрабатывался и продавался на рынке совместно компаниями Volkswagen и Porsche с 69 по 76 годы. Выпускался только в виде двухместного варианта с кузовом типа Targa и оппозитным 6-цилиндровым и 4-цилиндровым двигателем. Несмотря на свой инновационный дизайн, особой популярности автомобиль не снискал. Самый успешный итальянский спортивный автомобиль всех времен. Производился 20 лет, 2000 единиц, в основном на экспорт в США. Своим успехом он обязан не только элегантной форме кузова, разработанной для Пинафарина дизайнером Томом Тьярдой, но и превосходному двухколочковому 4-цилиндровому двигателю Fiat Twin Cam, разработанному бывшим дизайнером Ferrari Аурелио Лампреди. Автомобиль был создан на базе седана Octavia. Самой мощной версией была Шкода Felicia Super с двигателем 1,2 литра с двумя карбюраторами. При переходе со Шкода 450 на Шкода Felicia наиболее заметным изменением стала модернизация передней оси с листовой подвески на винтовую. Хотя в период с 65 по 71 год было выпущено 350 000 экземпляров купе, сегодня хорошо сохранившиеся автомобили – настоящая редкость. Предполагалось, что это будет недорогая модель, которую парень может хранить в своем сарае для велосипедов, но при этом преемник спортивных версий до военного Austin 7. Sprite был разработан автомобильной компанией Donald Dahili, а производство осуществлялось на заводе МГ. Линейка полноразмерных, роскошных автомобилей, выпускавшихся с 1987 по 1992 год. Брогом обязан своим названием британскому государственному деятелю Генри Броену. В 1990 году вариант обработки крыши Premier Formal Vinyl Roof стал стандартным, покрывал крышу, среднюю стойку и окантовку окна задней четверти. В 1975-76 годах выпускались самые большие автомобили DeVille, длиной без малого 6 метров, весом 2,5 тонны, с двигателем рабочим объемом более 8 литров. Очередная смена поколений Cadillac произошла в 1957 году. Новая хребтовая рама сделала автомобили ниже. Передняя бесшкворневая подвеска улучшила управляемость, а одинаковая колея передних и задних колес повысили устойчивость движения. Изменился внешний вид автомобилей. Полностью новым стало оформление боковин кузова, а выступы на задних крыльях превратились в настоящие плавники. Именно этот элемент внешнего вида станет отличительной чертой автомобилей Cadillac конца 50-х годов. Автомобиль класса люкс. Перед нами 9-е поколение. Эльдорадо 1971 года был существенно переработан. Он увеличился в длину, в колесной базе и получил стандартные юбки крыльев, что придало автомобилю гораздо более тяжелый вид. Двигатель V8 8,2 литра оставался эксклюзивным для Эльдорадо. С 1971 года также предлагается кабриолет Эльдорадо. Новинкой этого года стали стоячий венок и украшения на капюшоне. Официальный гоночный автомобиль Индианаполис 500 в 1973 году. Продажи купе и кабриолета Эльдорадо выросли до 51 000, самый высокий показатель для модели в 70-х годах. Более шестой части всех продаж Cadillac в 1973 году.
За 34 года произведено около 3 миллионов. Самая продаваемая модель марки Mercury. Задумывался как пони-кар класса люкс. Предлагал больше комфорта и возможностей, чем Mustang. Ford Mustang первого поколения. Появление Mustang привело к созданию нового класса автомобилей, известных как пони-кары. Стиль Мустанга с его длинным капотом и короткой декой оказался чрезвычайно популярным и вызвал множество конкурентов. С 50 по 74 год модель 88 была самой прибыльной линейкой подразделения. После войны Oldsmobile изменили свои обозначения и стандартизировали их так, что первая цифра обозначала платформу шасси, а вторая цифра – количество цилиндров. Перед нами четвертое поколение. Все автомобили Oldsmobile были полностью модернизированы в 1959 году, а модели 88 серии стали длиннее, шире и ниже. Thunderbird, в просторечии называемый T-Bird, это роскошный автомобиль, производимый и продаваемый Фордом 45 лет, 11 поколений, 4,4 миллиона автомобилей. Перед нами шестое поколение. Thunderbird изначально были популярны. Продажи достигли пика в более чем 87 тысяч единиц в 1973 году, несмотря на нефтяной кризис 1973 года. Но к 1975 году продажи упали до 43 тысяч единиц. С 1932 по 1935 годы эта модель была бестселлером производителя. General Motors приобрел контроль над Opel в 1928 году, и эта модель была разработана в Америке. Микроавтомобиль компании Ganz Glass из Баварии. Двигатель 250 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Двухтактный, двухцилиндровый. Независимая подвеска на винтовых пружинах с качающимися осями. Купе Goggomobil TS2+2 было представлено на выставке IFMA 1957 года. Впервые был представлен в 1929 году на Парижском автосалоне, сразу же после начала биржевого краха 1929 года. Многие европейские производители не выжили после шоковой волны, исходящей из Нью-Йорка. Но модель 201 спасла положение компании, позволив Peugeot пережить экономический кризис и даже закрепила положение компании на мировом рынке. Кабриолет с передним расположением двигателя и задним приводом. Бензиновый оппозитный четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Представленный спортивный кабриолет имел запасные сиденья для тещи сзади. Ватбург назван в честь одноименного замка, возвышающегося над городом Айзенах. Ватбург 353 производился с 1966 года 25 лет и пользовался большой популярностью в Восточной Европе, благодаря низкой цене, простоте обслуживания и большому багажному отделению, высокой надежности и долговечности. Первая серийная модель, производимая в городе Цвикау, ГДР. Небольшой двухосный автомобиль с несущим кузовом, передним расположением двигателя и передним приводом. Кузов Трабант имеет скелетообразную стальную раму с кузовными панелями из дюропласта, материала, изготовленного из отходов хлопка и фенольной смолы. После запуска инновационного алюминиевого двигателя ровер мгновенно стал хитом. На тесте журнала «Мотор» он показал максимальную скорость 117 миль в час и разгон до 60 миль за 9,5 секунд. Commodore B был основан на Рекорд D и выпущен в 1972 году. Рекорд и Commodore также собирались в виде комплекта в СКД в Бельгии и Швейцарии в 70-х годах. Эти автомобили носили имя Ranger и отличались от оригиналов другими решетками радиатора и отделкой салона. В 1975 году американским покупателям начали предлагать новый компактный трехдверный хэтчбэк AMC Pacer. Скругленный и аэродинамический стиль Jelly Bean Pacer сделал его иконой 70-х годов. В мультфильме «Каникулы Гуфи» Макс и Гуфи едут на рыбалку на AMC Pacer. Такси на миллион миль. Модель заслужила хорошую репутацию за надежность. В 1995 году версия с дизельным двигателем возглавила категорию верхний и средний класс в исследовании надежности автомобилей возрастом 4-6 лет, проведенном немецким автомобильной ассоциацией, с 11,8 зарегистрированными поломками на 1000 автомобилей для 4-летних автомобилей и 21,6 для 6-летних. После выставки автомобили с экипажами стартуют через главные ворота Ходовара.
Им предстоит пройти дистанцию длиной в 70 километров и выполнить 5 заданий. По результатам пробега определились победители. В категории автомобилей до 1945 года победил Citroën Traction Avant 1939 года, владелец Павел Шмидц. На втором месте Opel 1.2 1932 года, владелец Йосиф Гроник. На третьем месте Peugeot 201 1929 года, его владелец Мирослав Заруба. В категории послевоенных автомобилей от 1946 по 1970 год победил МГД ДТ 1952 года, владелец Кашпар Милош. На втором месте Datsun Roadster Firelady 1969 года, владелец Денек-старший Айзенхаймер. На третьем месте Fiat 850 Sport Coupe 1970 года, его владелец Павел Чап. В категории современных автомобилей от 1971 года до настоящего времени неожиданная победительница Мирка Новакова на синем ВАЗ-2101 1974 года. На втором месте снова дама Никола Билкова на Мерседес 1990 года 124 кузов. А мой фаворит Fiat 124 Spider 1972 года, увы, только на третьем месте, вместе с Франтишком Кубинцем.